Привет, народ! Ну что, не ждали, а я вернулся, да с подарочками. Это ключи от квартиры? А если хочешь стать обладателем всего этого богатства, смотри видео до конца. Привет, народ! Сегодняшний выпуск будет про туристический шопинг, а точнее говоря, про сувениры, на которых не потратишь много денег и которые не будут захламлять полки и холодильники ваших друзей и родственников. Мы собрали 5 самых интересных подарков из Гамбурга, которые будет не стыдно подарить. Ну что, погнали? Вы сейчас удивитесь, но знаменитый на весь мир крем изобрели в Гамбурге 119 лет назад. Местные химики первыми удачно смешали воду и масло так, чтобы эмульсия не распадалась, и с тех пор началась всемирная слава синей баночки. Сегодня в Гамбурге прямо у Альстера работает флагманский магазин Nivea House, и мы идем туда, чтобы сделать банку крема с моей фоткой. Ich wollte einfach nur eine Fotodose machen. Ja, okay. Für meine Freunde. Ja, dann komm mal mit. Zeig mal, wie es funktioniert. Ja. Вот так это работает. Можно взять без подписи или с подписью. Выбор. Но подписи на английском или немецком. Там для бабушки, для друга, для товарища, на День Святого Валентина. Кстати, у меня брат Валентин. Ему можно сделать одну. Короче, надо выбирать сразу, потому что те предыдущие пропали уже фотографии. Danke dir. Ja, gerne. Danke. Ну, нельзя это говорить в камеру. Не реклама. Не реклама, не реклама. Мы сюда пришли заплатить за все, но нам подарили. Может, вам тоже подарят, если будете такими же красивыми, как я. Получил крем? Попутно можно захватить с собой еще кучу всего приятного. Но где еще, если не в главном в мире магазине? Да. О, а was ist das? Duschgel ran. Блин! Packst du dann einfach so ran und dann... Ja. Это нужно для мест, где не стоит ронять мыло, например. Короче, пришел за баночкой крема, а набрал других разных сувениров Nivea. И грелочка в виде сердечка. Вот это вот все мне запакуйте, я пошел домой. А еще здесь работают массажисты, косметологи и мастера по маникюру. Здравствуйте. Здесь делают массаж лысины. Прекрасное место, чтобы сделать маникюр и насладиться Альстером. Смотрите, что мне дали за красивые глаза. Но вам, скорее всего, придется заплатить. Ну а если вы приехали в выходные и все будет закрыто, есть выход. Идемте за мной. Для этого есть автомат. Я не знаю, какой должен быть случай, что вам вот прям срочно понадобился крем, но здесь его можно купить за 1 евро. Много Nivea не бывает. Если вы не знали, то я вам скажу, что вот это вот гамбургское богатство было построено на кофейные деньги. Теперь вы понимаете, почему мы сюда пришли и что мы будем сейчас покупать? Правильно, кофе для мамы, бабушки и дедушки, для всех. Пойдем за мной. Мы уже рассказывали, что именно Гамбург подсадил всю Европу на кофейную иглу. В 19 веке это был самый ценный товар, которым торговал портовый город. Тогда здесь работало 150 кофеен, где обжаривали зеленое зерно и развозили по всей Европе. О, а ты подписался на Гамбург на бегу? Еволь! Кофе в Германии пьют литрами. Да что там, я бы сказал ведрами. Мой размерчик. Подарочный набор, сумочка, French press и таиландский кофе.
Этот набор стоит 30 евро. Кстати, самый известный в мире способ приготовления кофе с помощью фильтра тоже местное изобретение, а Якобс и Чиба – фамилии гамбургских купцов. Весь таможенный район Шпайхерштадт, который стоит на каналах в Старом порту, это наследие торговцев кофе, чаем, специями и восточными коврами. А в самом красивом здании этого комплекса тоже можно купить гамбургские подарочки. Если кофе – это такая бытовая тема, то чай – это напиток для аристократов, а также прекрасная возможность посмотреть замок на воде изнутри. В маленьком замке работает чайный магазинчик. Ребята сами делают смеси на основе фруктов, трав, черного и зеленого чая премиум-класса. Маленький совет: не нужно сувать нос прямо в чашку или пытаться дотянуться до туда. Просто-напросто берете крышечку и нюхаете. Боже мой. Некоторые сорта чая называются гамбургскими достопримечательностями. Например, чем же пахнет Хафен-Сити? О, гибискус, яблоки, сухофрукты, корица. Ну просто-напросто кусочек манго. Простите, я не смог сдержаться. Секретик. Через дверь по соседству ресторан, где можно посмотреть портовые интерьеры 19 века. В ресторанчике, кстати, можно попробовать любой из сотен сортов чая из магазина. Каждый раз мы заходим сюда с туристами, и я каждый раз покупаю себе чай. И сегодня не исключение. Я не могу удержаться. А вот так Вассершлосс выглядит ночью. Маленький лайфхак. Наверху бесплатный туалет. Надо пользоваться тем, что мы видеоблогеры, и снимать, например, бухашку, которую нельзя снимать на телевидении. Так вот, 10 утра, пятница, мы в джиношной, можно так говорить. Короче, да, мы алкоголики. Чего долго ходить вокруг да около. Самая гамбургская бухлишка для нас лично это джин-сул. Не пугайтесь португальскому названию, этому есть свои причины, и про них мы вам сегодня расскажем. Этот богатый ароматный джин уже пользуется популярностью в лучших барах Европы. И, конечно, гамбургцы чудовищно им гордятся. Прикиньте, основатель съездил в Португалию, научился всему этому джиноделью, джинокурью, привез технику сюда, и этим самым он хотел принести в гамбургскую погоду вот этого немножко португальского солнца. Одна из самых важных вещей – джин-зул кошерный. Специи, травы и даже лимоны для производства ребята привозят из солнечной Португалии. А весь объем, который расходится по магазинам и барам, делают здесь, на этом единственном самогонном аппарате. Как слеза Иисуса прям. Каждому новому работнику вот такую на задницу. Ой, простите, я пошутил. Джин-сул хоть и португальский по своему смыслу, но душа у него глубоко гамбургская. Каждый год выходит лимитированная версия по особому рецепту и в оформлении местных художников. Гамбургская версия «Маленькая свобода» называется «Kleine Freiheit». Там использованы гамбургские травы, а также он настаивался одну ночь в бочке из-под аквавита. И как они смешно об этом говорят, они сказали, что это такой one night stand с аквавитом. Понимаете? Подходит к маленькой свободе. Гамбург, свобода. Мы вам показываем только то, что нравится нам самим. Я обожаю джин, обожаю коктейли с джином, и коктейли с джин-зулом получаются просто офигенные. И это чисто гамбургский продукт. Вот здесь написано большими буквами «Distilled in Hamburg». Are you understand?
В Гамбурге нормального шнапса все равно нет, поэтому... В фирменном магазине цена на джин самая низкая в городе, но купить бело-голубую бутылку можно в любом супермаркете или в дьюти-фри. А еще здесь куча классного мерча. Берем. Альтона – это район, в котором расположена фабрика джинсу. Какие мягкие, я хочу эту кофточку. Сколько стоит? Твою же. А теперь действительно самый полезный совет. Идем в супермаркет и покупаем не только вкусные, но и дешевые сувенирчики. Пойдемте, я вам покажу. Если вам все-таки не получилось зайти в ту кофейню, которую мы вам советовали, или какую-нибудь другую, вы можете купить хороший гамбургский кофе здесь, в супермаркете. Хватит? Ну ладно. Кофе не водка, много не выпьешь. То вот вам, пожалуйста, готовый подарочек. Вот такой вот мешок за 35 евро. С кофе, сладостями, ну и вообще со всякими ништячками. Вот. Идем дальше. Если ты бывал в Гамбурге, то обязательно отсюда нужно привезти кизельштайны. Это такие морские камушки. Если у вас нет камней в почках и вам нечего дарить, то купите гамбургские камушки. На самом деле это карамельки, которые сделаны в виде камушков со дна Эльбы. Вот. Они есть вот в таких баночках. Но если конфеты вам не нужны, сосать вы не любите, то можно купить ликерчик. Красиво, да? В виде маяка. Отличная штука. Дима. Привычка. Кстати, вряд ли кто-то из ваших знакомых откажется от санкционного сырочка. И это тоже дешевле, чем магнитик в порту. Ну и звезда сегодняшней вечеринки – это не я, Лапскаус. Лапскаус – это гастрономическая достопримечательность Гамбурга. Тушеная картошка с мясом, овощами, жареным яйцом и селедкой. Эталон надо пробовать в ресторане, а с собой надо увозить в баночках. Если вы очень любите того человека, кому вы везете подарок, берете большую. Это баклажан? Да. О, ладоседан, баклажан, ладоседан. Побывать на севере Германии и не привезти марципан – это большая ошибка. Самый лучший марципан делают в Любеке. Это в 100 километрах от Гамбурга. Поэтому берем одну бабушки, тети, дяди, друзьям. Так, где-то тут было для плохих друзей. А плохих друзей у нас нет. Ха-ха. Все забираем. И это мы тоже отправим вам в подарочек. Эйфелармония давно стала уже символом Гамбурга, как Эйфелева башня в Париже. Поэтому, привезя сувенир из Эйфелармонии, мы привезли сувенир из Гамбурга. Поскольку мы снимаем это видео 14 марта в разгар пандемии коронавируса, Плаза и инфошоп, который мы хотели вам показать, закрыты. Эйфелармонию закрыли еще на прошлой неделе. Буквально несколько дней назад Джеймс Блант играл концерт в пустом зале, а концерт транслировали онлайн. Сегодня утром мы узнали, что закрыли смотровую площадку. Но, поверьте нам на слово, когда вы все-таки приедете в Гамбург, когда вся эта история закончится, вы подниметесь сюда и посетите самый крутой сувенирный магазин в Гамбурге. Да, местами они, конечно, дорогие, но не стыдно подарить даже своему боссу. Приедете и сами посмотрите, как пандемия закончится. Вот. Как я уже и говорил в начале видео, эти все подарочки мы подарим вам. Условия конкурса. Пишите нам в комментариях, как лучше всего пережить
карантин коронавируса. Двум победителям, которые напишут самый смешной и самый залайканный пост, получат от нас эти подарки. Результаты розыгрыша 10 апреля в нашем инстаграме. Ссылка в описании. Если не подписался, быстрее подписывайся. Подарочки ждут. Go. Смотри видео до конца. А также звони по номеру 0179 70. Блин, ну мне нравится все вот это вот. Чик-чик-чик. Условия конкурса. Как будто их щекочут. Добрый вечер. Микрофон включен. Микрофон включен. Чон. Йоу. Шаг назад. Шаг назад. Вот тут, а? Купите свои киски кошачий корм. И отдельный подарок для твиттерских. Этот коронавирус мы дарим вам. Вот он, вот кусочек. Это... Не ешь, подумай. Да на самом деле. Печет. Этот плакат будет висеть в нашем офисе. Он описывает просто весь наш креативный процесс. Какой-то несу. Да хватит уже. Все, вон голуби уже полетели над нашей. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нигде преграды нет. А про то, что я бутылку джина закрысил, никто не узнает. Та-ра-та-ра-та.